Представь, ты просыпаешься от странного сна. В нем был мужчина. Ты его не знаешь, но лицо почему-то кажется смутно знакомым. Залысины, густые брови, тонкие губы, пустой, безразличный взгляд. Ты забываешь про сон через полчаса. А потом, спустя пару месяцев, натыкаешься в интернете на портрет. И это то самое лицо. Точь в точь. А рядом тысячи комментариев от людей со всего мира, утверждающих ровно то же самое. Они видели этого человека во сне. Это не завязка хоррора. Это реальная история одного из самых масштабных интернет-феноменов конца 2000-х. И у нее есть разгадка. Но она куда интереснее, чем кажется на первый взгляд. Начнем с того, как все преподносилось изначально. По официальной версии сайта, история стартовала в январе 2006 года. Пациентка одного нью-йоркского психиатра рассказала на приеме. Ей регулярно снится один и тот же незнакомый мужчина, который дает советы по жизни. Она нарисовала его лицо по памяти. Через несколько дней другой пациент того же психиатра случайно увидел рисунок на столе и узнал того самого человека из собственных снов. Заинтригованный врач разослал портрет коллегам. Еще 4 пациентов узнали лицо. В 2008 году эта история попадает на специально созданный сайт под названием «Ever Dream This Man?» «Вам снился этот человек?». На сайте выложен собирательный портрет мужчины и предложение: если вы узнаете это лицо по своим снам, напишите нам. И тут началось нечто, чего никто не ожидал. К 2009 году сайт взрывает интернет. Тысячи писем стекаются от людей из Лос-Анджелеса, Пекина, Берлина, Парижа, Барселоны, Москвы, Нью-Дели. Больше 10 тысяч сообщений всего за несколько месяцев. Люди искренне утверждают: «Да, я видел этого человека во сне». Некоторые говорят, что он давал им советы. Другие, что просто молча стоял рядом. Появляются флаеры с портретом, которые люди печатают и расклеивают в своих городах, спрашивая прохожих, не снился ли им этот человек тоже. Пресса подхватывает историю. Начинаются разговоры о коллективном бессознательном, о каком-то архетипическом образе, живущем в снах всего человечества одновременно. Голливудская студия ужасов Ghost House Pictures, та самая, что выпустила «Проклятие» и «Зловещих мертвецов», выкупает права на историю и начинает готовить полнометражный фильм с постановщиком Брайаном Бертино. А потом все рушится в один момент. Еще в самом начале взлета популярности пользователи форума 4chan заметили кое-что подозрительное. Сайт thisman.org был зарегистрирован той же компанией, что занималась партизанским маркетингом, рекламными кампаниями, построенными на провокациях и вирусных трюках. В 2010 году создатель сайта, итальянский социолог и маркетолог Андреа Нателло, сам подтверждает: это был не реальный феномен, а тщательно спланированный маркетинговый эксперимент. Сам портрет он собрал с помощью обычного приложения для создания фотороботов. И, по его позднейшему признанию, за основу взял старую фотографию собственного отца в молодости, слегка изменив черты. Никакой пациентки нью-йоркского психиатра, судя по всему, никогда не существовало. Это была придуманная завязка легенды. План с фильмом после признания сразу же заморозили. Но вот что по-настоящему интересно в этой истории, и это не отменяет ее реальность, а объясняет. Дело в том, что мозг человека действительно плохо запоминает лица из снов. Когда просыпаешься, детали быстро стираются, остается лишь смутное общее впечатление. Форма лица, взгляд, эмоция. И если через какое-то время тебе показать нарочно усредненный, максимально никакой портрет, мозг с легкостью может достроить недостающее и убедить самого себя: да, точно, это было именно это лицо. Нателло не просто выдумал историю. Он использовал реальную и хорошо задокументированную особенность человеческой памяти и превратил ее в глобальный вирусный эксперимент, доказавший, насколько легко можно заставить тысячи людей поверить в общий коллективный опыт, которого на самом деле никогда не было.
Сегодня сайт thisman.org все еще существует в архивном виде, своеобразный памятник одному из самых успешных маркетинговых трюков в истории интернета. И это, пожалуй, самое тревожное во всей истории. Не то, что кто-то мог присниться тысячам незнакомцев одновременно, а то, насколько легко, с помощью одной картинки и наводящего вопроса, можно поселить общее убеждение в головах у совершенно случайных людей по всему миру.